coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, товарищи горкома. Мы продолжаем проходить игру For the People. Да, я решил все-таки именно вместо Доки сначала For the People. Ну и остановились мы на том, что к нам пришло письмо от товарища Пауля Траубе, нашего дорогого детектива, дедушки, который сейчас будет нам рассказывать о новых преступлениях в городе. И буду надеяться, мы ответим на все верно. А то мне очень везет на то, что я постоянно неверные решения принимаю. Из-за этого мне дебафуют все, и деньги, и репутацию в партии. Попрошу предыдущую серию посмотреть, сейчас подсказочка выйдет, посмотрите ее. А те, кто ее видел, усаживайтесь поудобнее. А мы погнали. За мной следят. Ну или крыша едет, но это вряд ли. Честно говоря, заниматься расследованиями мне резко расхотелось. Но сдать назад уже поздно. А может, еще обойдется? Фрэнк? Похлопочете там за меня где-нибудь? Я же не совсем бесполезный. Ладно, к делу. Убийство Калеба Престона, не слышать о нем вы не могли. Да, знаю. Всем сказали, что это был суицид. Чушь собачья. Если ОВБ угодно считать, что человек с хирургической болезнью обоих колен способен самостоятельно залезть на табуретку и вбить крюк под веревку, пожалуйста. А у меня самого больные ноги, и в придачу к ним не до конца скисшие мозги. Поэтому Траубе не верит в плохие сказки для послушных детей. Вместо этого я опрашиваю старушек с лавочек и надоедаю звонками тем, кто еще хочет со мной разговаривать. Так вот, Престон был связан с приемом металлолома. Это я знаю точно. Он постоянно крутился рядом с Герхардом Штанглем, заведующим пунктом приема черного и цветного металла. Вы должны знать, что теперь эти ребята берут все подряд. Украденные крышки люков, срезанные кабели, рельсы. В статистику этот лом не попадает, а по дешевке идет прямиком на перерабатывающий завод. Тем временем руководство завода продолжает запрашивать требуемые для выполнения плана материалы в полном объеме. Думаю, нет нужды объяснять, в чьи карманы уходит разница. Разумеется, я не знаю, как именно излишек лома превращается в деньги. Иначе, наверное, тоже лежал в земле. Но сейчас важно другое. Престон работал в транспортном бюро. Хорошие отношения с начальником Томом Клейтом позволяли покойному время от времени гонять свой грузовик на дачу. На деле он перевозил тот самый лом из пункта приемки на резервную проходную завода. Там рабочие забирали груз, а какой-то служащий совал Престону деньги. Денег было не очень много, но на выпивку хватало. Вроде жить Так, прошу прощения, сейчас выпью. Вроде жить и радоваться жизни, но не тут-то было. Нашего водителя, как обычно и бывает, сгубила наглость и жадность. Он потребовал повысить свой гонорар на треть. Когда же ему дали понять, что больше в его услугах не нуждаются, то он додумался шантажировать своих бывших нанимателей, о чем еще хвастался во дворе. Спустя несколько дней Калеб Престон повесился у себя дома.
Повисшее тело обнаружили прохожие. Ветер сбил шторы с окна, и жил Престон на первом этаже. Остановимся. Кому-то глупее вас может показаться, будто я в чем-то обвиняю товарища Джека Честера, директора нашего оранжево-знаменного завода. Но я хоть и старый, а жить до сих пор хочу. Поэтому в качестве рабочей гипотезы предлагаю чрезмерную самостоятельность исполнителей. Ясно, что просто замешанных в этой истории слишком много, поэтому сейчас можно найти самого убийцу или убийц. Итак, с Престоном в день его смерти контактировали следующие лица. А вот они и те самые лица. Давний приятель Престона Альберт Апдайк. В юности отсидел пару лет за карманную кражу. Похоже, в тюрьме ему не понравилось. Ну или его там научили не поддаваться. Тьфу, не попадаться. Так или иначе, больше ничего противоправного за ним не числится. Работает сторожем, выпивает, но работу почти не прогуливает. Говоря короче, эталонный трудящийся с типовым досугом. Водка, селедка, большая политика. На этой почве он и содружился с Престоном. Впрочем, в день гибели они поругались и чуть было не подрались. Увы, наши люди видят подобные ссоры слишком часто, чтобы обращать на них внимание. Я так и не сумел выяснить, в чем было дело. Знаю только, что выпроводивший своего приятеля Престон был еще жив. Было тогда около 3 часов. Где он был после этого, мне тоже неизвестно. Говорить со мной Альберт наотрез отказался. В очень грубой форме. Так. Клеменс Кэмпбелл. Наш старый знакомый, капитан Клеменс Кэмпбелл. Сосед, бывший заведующий почтовым отделением. Да, я тоже удивлен. Капитан заходил к Престону примерно через час после драки. Зачем? Он же не участковый. В любом случае, продлился их разговор минут 10, не больше. И никаких видимых последствий не имел. После этого Престона видели живым, так что не думаю, что капитану получится что-то предъявить. В этот же день по дому Престона разгуливал некий молодой человек, высокий, соцработник. Высокий, светловолосый, в темной куртке. Вроде бы проводил какой-то социологический опрос о чем-то коммунальном. То ли о лампочках в подъезде, то ли о напоре воды. Точно я так и не узнал. Понятия не имею, кто у нас проводит такие опросы. Звонил в комитет жизнеобеспечения, говорят, что не они. Приходил он уже вечером. И на верхние этажи идти, видимо, поленился. Там его не помнят. С наступлением темноты мои источники убежали со своих лавок, спасаясь от комаров, поэтому я не знаю, когда этот парень ушел. Лучшие источники. Ну, по правде, у этого нашего дорогого Траубы нету каких-то там связей в ОВБ, каких-то друзей, которые его точно прикроют. Из-за этого понятно, почему он использует любые возможные источники. Электрики. А еще в подъезде, где была квартира Престона, проходили 2 электриков. Они возились со светом за день до самоубийства Кэмпбелла. Кто-то прирезал провода. Удивительное совпадение, правда?
Более того, они сделали свою работу так безобразно, что вскоре свет стал сильно мигать. Так что за представителями муниципальных служб пришлось доделывать рукастому мужчине из 14-й квартиры. Матерился, говорят, очень сильно. Вот и все. Надеюсь, что и дальше смогу отправлять письма. Пауль Траубе. Я очень тоже на это надеюсь, не хочется терять такого хорошего человека. Так, прошу провести оперативную проверку одного из ниже перечисленных коммунаров на предмет связи с ниже описанной незаконной деятельностью. Так, здравствуйте, извините, пришлось отойти. Такие резкие небольшие неполадки. Нужно было кое-какое дело уладить. Теперь продолжаем. Но честно, из всех этих очень мало, по правде, у нас ресурсов и данных о этих людях. Вот вообще, очень мало данных. Каждый из этих людей, этот бывший его дружок, приятель, тоже он может именно как-то относиться к этому делу. Но, честно, самый подозрительный это соцработник, честно говоря. Потому что, этот так называемый соцработник, он прикрывался социальными службами. Это уже нарушение как минимум. Это уже для меня нарушение. Потому что капитан сразу вычисляем, мы его вычеркиваем, потому что, никаких нормальных именно доказательств того, что капитан мог хоть что-то сделать с убитым, нету, потому что он даже не ругался с капитаном. У них не было драки, чего-то такого, как например, у Абдайка, этого дружка его. Электроник, чинивший свет. Не знаю, как это может быть связано, электроник и свет вместе с тем, что он повесился. Мне кажется, соцработник, потому что он даже именно специально ходил почему-то именно по нижним этажам, как раз таки на самом первом этаже жил пострадавший. Он как раз таки мог именно постучаться к нему. Честно, у меня просто, тут куча вариантов, и я не знаю. Из-за этого давайте уж, если уж выбрал этого, что-то мне кажется, именно хочется выбрать этого соцработника, давайте его. В день гибели Калиба Престона ни одно городское учреждение не проводило социологических опросов. Детальный опрос жильцов сотрудниками милиции показал, что соцработник в разных квартирах задавал разные вопросы. Проводится расследование. Что ж, посмотрим, верное решение я принял или нет. Ой, кто? Хелен. Я с ресурсами еще разобрался. Надо будет с ними разобраться потом. Фрэнсис, к вам товарищ Копер. Пусть заходит, Хелен. Такс. Кто это Копер? Рейн Копер. Здорово, глава следокома. У меня важные новости. Что случилось? ОВБ хочет уже завтра вынести обвинение по делу нашего серийного убийцы. Как понимаю, начальник Честер из области прознал о произошедшем, и спустил приказ разобраться. Скорее всего, менты сейчас ищут подходящего козла отпущения. Черт! Так, ладно, дай подумать. Что, если я возьму дело под свой личный контроль? Рискованно, но смысл имеет. Учти, если что, в глазах партии пострадает и твоя репутация. Да плевать, с должности за это не снимут, а убийцу найти надо. Есть идеи, что делать? Я позвоню Штрассеру, пусть он придержит ментов. Мы с тобой можем успеть еще к кому-то съездить и поговорить с глазу на глаз. А уже кому, сам решай, Фрэнк. Тебе нужно еще раз взглянуть на материалы дела. Тьфу, тебе нужно еще раз взглянуть на материалы дела?
Соцработник, его дружок. Нет, я помню все детали. Да, я помню. Вальтер Рональд Дом Райанов, Анна Тернер, Эмма Дормер. О, Эмма Дормер. Вальтером Вайсом. Блин, надо было в дело заглянуть. Вот черт. Блин, я дурак. Ой, я дурак, дурак. Переоценил себя. Ну давайте с Вальтером Вайсом поговорим. Ну или с кем? Ну давай с Вальтером Вайсом. Потому что он... Хорошо. Заканчивай пока с делами, а я буду ждать тебя внизу. И давай побыстрее. Будто ты кого-то встречать столь же Будто ты кого-то встречал столь же расторопного чиновника, как я. Без комментариев. Так, давайте закончим с распределением ресурсов. Ну, партия довольна, кажется, все нормально, 79%. Так, нам надо эти ресурсы, у нас со всеми ресурсами трындык полный. Полный трындык. Я еще привез побольше рабочих, но не знаю зачем. Запаса вообще нет. Может на интенсивку врубить хотя бы на день? Давай на интенсивку. На день всех на интенсивный труд. 5 рабочих потеряем, но не так много пускай. Зато побольше будет подушка безопасности. Так, что нам нужно? Ну давай разберемся вот с этим вот. Вот так. Хотя... Давай 3 потеряем, чуть-чуть, это не сильно. Так, теперь топливо. Нам нужно выйти в плюс по топливу. Честно, хотя бы вот так хотя бы. Плюс 2 топлива пускай будет. Так, с таблетки. Таблетки тоже надо хоть как-то поднять. А то с таблетками вообще триндец творится. Хотя, честно говоря, хотелось бы хотя бы в плюс выйти. Подожди, если посчитать... Но не, у нас будет подушка безопасности. Уже это еще видно, можно. Ну давай так, 2 хотя бы. Может даже топлива чуть-чуть побольше. Давай 4 топлива получим. 5 топлива будет. Рабочих пофигу, а вот еду надо. С едой надо разобраться. Ну. И как? Если я уйду чисто в 0. 25. Ну да, будет где-то подушка безопасности небольшая. Подожди, а когда он? Когда он? Блин, завтра заберут. У меня вообще не будет ресурсов. Блин, у меня вообще ресурсов тогда не будет. Лучше чего-то отказаться. Давай от топлива откажемся. Ну, чуть-чуть хотя бы. Потому что у меня вообще нету ресурсов. Я без ресурсов вообще останусь. Давай еще и лекарства не будем закупать нафиг. Одно лекарство есть, вот и пускай будет. Вот в 0 и выйдем. Хоть чуть-чуть побольше ресурсов будет. А то партия сейчас заберет именно... заберет металл и все. Ой, как же я боюсь, что я сейчас напортачил. Как же я боюсь. Партия довольна. Значит, задание какое-то правильно выполнили. Слава тебе, Господи. Вольфрамский район чуть-чуть уменьшил свое влияние на наш. Шахтерский район тоже обиделся. Ну ладно, чуть-чуть. Нам нужны просто нам нужен металл. Без металла никуда. Здравствуйте, чем могу помочь? Добрый вечер. Вальтер Вайс здесь проживает? Да, он живет здесь, с отцом, а я его соседка. Сейчас Вальтер, как обычно, ушел на подработку и попросил меня посидеть со своим старичком. Честно, мне кажется, почему я выбрал Вальтера Вайса, потому что, кажется, когда я выбирал его в виде, именно он был связан с этими подпольными казино. И я угадал. Мне что-то... Он просто был из всех именно людей, именно с скелетами в шкафу. Из-за этого я решил его выбрать. И где же Вальтер подрабатывает? Нам надо его найти.
Ох, что-то случилось, да? Бедный Вальтер. Он оставил мне адрес и телефон на случай, если его отцу станет плохо. Улицу Ударников Труда, дом 3, ЖП 67. Жилая площадь, получается, переводится. Спасибо, вы нам очень помогли. Пойдем, Рэй. Будем надеяться, все-таки мы все хорошо сделаем. Интересное место для подработки. Не нравится мне это. Мне тоже. Что же там такое? Здравствуйте, товарищи. Могу я чем-то помочь? Глава горкома Фрэнсис Ривер. Мы ищем коммунара Вальтера Вайса. Он здесь? Да. Проходите. Мне кажется, я все-таки правильно клюнул. Коммунар Вайс, объясните, пожалуйста, что здесь происходит? Товарищ Ривер? Да, я сейчас все объясню. Понимаете, простому работяге не потянуть слишком большие расходы. Лечение отца требует больших средств, поэтому приходится работать на себя. Я знаю, это незаконно. Чем же ты здесь занимаешься? Мы делаем деревянную мебель и продаем за копейки. Мой помощник вырезает заготовки, а я... Это же взрывчатка, кажись. Это за дверью... За дверью что? За дверью что? Там... Ничего особенного. Кладовая. Лампочки взрываются, чего-то мне это не нравится. Посторонись-ка, Фрэнк. Так. Это то, о чем я думаю? Они здесь наркотики варят? Абсолютно точно. На все руки мастера, мать их. Вот уж чего не ожидал здесь найти. Берем их. Коммунар Вайс, вы арестованы по подозрению в изготовлении наркотиков и совершении 3 убийств. И ты второй тоже. Убийство? Что за чушь? По крайней мере, про наркотики спорить не пытается. Дай-ка угадаю. Это не ты убил Шнайдера, Фишера, Рата? Да черт вас Тьфу. Да, черт бы вас Тьфу, что ж такое? Да, черт бы вас подрал. Я здесь варил товары, а не стрелял в людей. Мой помощник это подтвердит. Хорошо, свидетель. Ничего не хорош свидетель. Ничего не скажешь. Рэйн, присмотри за ним, а я позвоню в ОВБ. Нормальник так. Вторник, 20 сентября. Вторник, 20 сентября, чтобы просто... Иногда приходится повторять, чтобы лучше все улавливалось, чтобы потом субтитры сделать. Доброе утро, Фрэнсис. Доброе утро, Хелен. Вам поступила еще одна жалоба от нашего неугомонного товарища Шеллоу. Его только опять не хватало. Ладно, оставь на столе. Я также занесла свежий выпуск газеты. Подумала, вам будет интересно. Я не слепой котенок. Хелен, извини, наверное, это было грубо. В общем, да, я заметил. Ничего страшного, Фрэнсис. Спасибо, Хелен. Может, вам сделать кофе или чай? Вы неважно выглядите. Да, это было бы очень кстати. Спасибо. Так кофе или чай? Чай с молоком. У тебя хорошо получается. Не думаю, что лучше, чем у кого-либо еще. В этом нет никакой особой науки. Ой, стесняшка.
Такс. Давай газету почитаем. А то что тут такого? Газету-то надо хоть... Ой, извиняюсь. Боже мой. Ой-ой-ой-ой-ой. Извиняюсь, блин. Черт. Так, ну давай. Газета. Железный вестник. Номер 38. Вторник, 20 сентября 1988. Цена 5 оранжевых марок. Рожденный под оранжевым солнцем. Товарищи, как вы знаете, приближается День памяти, в который мы чтим героев Великой Оранжевой революции, сражавшихся за наше светлое будущее. Я собрал в этой небольшой заметке имена участников тех событий и приложил адреса и телефонные номера. Надеюсь, вы найдете несколько свободных минут для того, чтобы поздравить этих великих людей. Товарищ Алистер Шеллоу, 50-65-99, улица Оранжевого Знамени, дом 14, жилплощадь 42. Товарищ Миртл Рэмси, 55-43-66, номер. Улица Столиваров, дом 13, жилплощадь 25. Товарищ Моника Беккер, 55-67-12. Товарищ... улица Оранжевой Гвардии и дом Гвардии, дом 5, жилплощадь 12. Товарищ Бенедикт Беннет, 55-49-25. Улица Восточная, дом 2, жилплощадь 33. Продолжение на странице 2. Демонстрация рабочих прошла в Железном. 19 сентября глава городского комитета встретился с демонстрантами. В нашем славном городе прошла мирная демонстрация рабочих металлургического завода имени Клауса Вольфрама, которая закончилась митингом. Собравшиеся обсудили насущные вопросы трудовых будней и административного устройства Железного-1, после чего составил список предложений для улучшения быта трудового народа. Избранный рабочими завода представители передал эти предложения главе городского комитета товарищу Фрэнсису Риверу. Руководитель нашего любимого города поблагодарил рабочих за небезразличие к жизни горожан, отметив, что многие предложения весьма конструктивны, и пообещал принять их во внимание в своей дальнейшей работе на посту главы городского комитета. Товарищ Сара Честер. Альтштадтская область названа регионом опережающего развития. Начиная с 20 сентября 1980 года Альтштадтская область Карвинской коммуны получает статус региона опережающего развития. Соответственно, согласно постановлению номер 1389 Всекоммунного исполнительного комитета от 14 сентября 1988 года в Альтштадтской области будут действовать новые нормативно-правовые акты, касающиеся экономической и политической деятельности граждан. Разумеется, все эти нововведения будут действовать и в нашем славном Железном 1. Товарищ Мердок Пиклтон. Ну, неплохо. Такс, еще кто-то пришел. Давайте я именно еще чуть-чуть доиграем. Ваш чай, Фрэнсис. Спасибо, Хелен. Всегда пожалуйста. Так. Хелен, постой. Да? Присядь, пожалуйста. Хорошо.
Что ты думаешь обо всем происходящем? Кажется, это вне моей компетенции, Фрэнсис. Хелен, ты ведь не только чай готовить умеешь. Ты гораздо умнее. Мне даже жаль, что ты тратишь свое время на это. А еще ты одна из немногих, кому я могу здесь доверять. И я с удовольствием помогла бы вам, Фрэнсис. Но правда не понимаю, что вы хотите от меня услышать. И мне приятно, что вы так считаете. Это взаимно. И надеюсь, я вас не подведу. Мне кажется странным, что ты не получила какой-нибудь управляющей должности. Ты ведь вполне могла быть на моем месте, учитывая... Извини, наверное, зря я начал. Вы имеете в виду связи отца и политику нового курса? Да, наверное. Могла бы. Но я ведь не состою в партии. Почему так? У всех есть свои причины. Фрэнсис, извините, но я не хотела бы говорить об этом. Только не воспринимайте это на свой счет. Да, кажется, не вы одни сегодня неудачно выражаетесь. Ничего страшного, я все понимаю. Я лучше пойду, Фрэнсис. И да, если будет нужна помощь, обращайтесь. Да, что-то не получился разговор. Так, ну давайте тогда глянем в город, потому что это самое быстрое действие. Это самое такое быстренькое действие, самое такое хорошее и быстродействующее. Так, давай. Городской суд. Агент поймал Бавуара и действительно ненадолго прижал его к стенке. Все прошло успешно. Благодаря этому стало понятно, что Бавуар был какой-то план, скорее всего, связанный с захватом контроля в профсоюзе. Но что-то ему помешало. Бавуар в панике, ему явно нужна помощь. Поможем, и он начнет нам доверять. У товарища явно нечистая совесть, надо дожимать. Тогда и заговорит. Вербально, конечно, избиение членов профсоюза нам тут не нужны. Ну, честно говоря, вот если подумать, мы его прижали, и он очень боится. Можно, конечно, отступить на время, но я боюсь. Он же очень боится. Он в страхе, и как нам получилось, может еще раз додавить? Так, ладно. Я сейчас скоро вернусь. Давайте посмотрим в другое место. Что тут происходит? Недостаток топлива, что ли? Ваши решения стали причиной происшествия. Шахтерский район товарищу Фрэнсису Риверу. Товарищ Ривер, у нас в городе творится фирменное безумие. Я пенсионер. Дитя войны. Люблю послушать радио. Только вот спокойно это делать уже который день не получается. А все потому, что эфиры моей любимой радиостанции «Отзвук» Железного-1 перебивает какой-то мерзавец, какой-то электрический пес. Только представьте, он имеет наглость дерзить ведущим, а они его не слышат и ответить не могут. А в последнее время эта сволочь совсем распоясалась и стала сквернословить, как услышишь смешок поганца. Прямо кровь закипает. Я передачи отзвука обожаю. Я передачи отзвука обожаю и только ими живу. Пожалуйста, не позволяйте хулиганам лишать старика последней радости. Рупрехт Красман, Дитя войны. Блин. Вот оно и наказание за то, что я пожадничал деньгами. Давай поможем. Шахтерский район и так все плохо у него. Активные поиски электрического пса не увенчались успехом. Но атака на радиостанции прекратилась. Блин, надо было глушилки покупать за 2000 рублей, а я потратил сейчас 6000. Вот так вот, жадность фраера разгубила. О, милиция, Честеры
Словно метастазы, опухоли проникли в жизневажные органы Железного-1. Милицию, завод, газету. Наверное, они думают, что правят этим городом. Но это не так. Городом управляю я. И очень скоро Честерам придется это осознать. Теперь спасибо Джеку Риду. Мне ясно, куда надо смотреть. Честно, Честера очень многие недолюбливают. Так, все гениальное просто. Проследим за членами этого благородного семейства. Наверняка Честеры не только мне надоели. Поищем тех, кому есть что про них рассказать. Кажется, у кого-то возникла иллюзия собственной неуязвимости. Пора бы развеять, избить Джека Честера. Ни в коем случае. Как скажем, это необычный какой-то там член профсоюза, которого можно прижать. Вот тут уже точно нам не поможет именно обычная сила. Ну, а проследить, я боюсь, это не поможет. Проследить за ними. Ну, давай попробуем, давай отправим именно, посмотрим за ними. Наверняка Честеры не только мне надоели. Поищем тех, кому есть что про них рассказать. Хотя, ну да, и Честеров очень многие не любят. Я думаю, есть все-таки те, кто могут нам что-нибудь рассказать. Давай попробуем. Блин, я боюсь, я сейчас опять просерю. Но будем надеяться, что нет. Так, что тут опять проблема? Ваши решения стали причиной происшествия. Товарищ Ривер, Вольфрамский район, товарищу Фрэнсису Риверу. На самостоятельно устроенной выставке по адресу улицы Оранжевых Рабочих 2 произошла массовая драка между организаторами и посетителями с одной стороны и местной рабочей молодежью с другой. Постановка быстро вылилась в поножовщину, в результате которой организаторы выставки Т. Рунге получил тяжелые ранения. Прибывший на место происшествия наряд ОВБ сумел остановить драку, но его участники успели разбежаться. Оперативники опасались, что решившиеся на применение холодного оружия преступники могут и дальше совершать преступления. И я с этим согласна. Страх наказания у сбежавших у сбежавших постепенно сменится ощущением безнаказанности. Представляется жизненно важным задержать участников драки как можно быстрее с задействием всех возможных ресурсов. Капитан ОВБ Николь Шоне. Блин, очень много денег тратится, прям очень. Мне кажется, надо скоро в партию. Знаете, я сейчас в партию позвоню. У меня ведь 80, он отнимет 30. У меня останется где-то сколько? Ну, где-то процентов сколько? 70, ну, где-то 50%. Давайте так и сделаем. Блин, придется. Ну, простите, мне нужны бабосы. Мне нужны деньги. Нормально, теперь у меня 100 тысяч есть. Теперь можно и денежки потратить. Ну, давай попробуем потратить их. Давай, сообразительная девочка. Вы доверились Николь Шоне, представив ей все возможные полномочия. И ваше доверие оправдалось. Студенты технического училища, ударившие художника, заточенным напильником, был задержан. Студент технического училища, ударивший художника заточенным напильником, был задержан и опознан по горячим следам. Ключевую роль в его поимке сыграли развешанные по всему городу словесные портреты.
Обернувшаяся трагедией выставка надолго запомнилась жителям города, как несвойственная ОВБ эффективность. Как и несвойственная ОВБ эффективность. Ну, получается, они получили еще вдобавок, ну, можно сказать, они теперь больше доверяют правоохранительным службам, и это хорошо. Теперь тут, что нам делать? Может, еще додавить на него? Благодаря этому стало понятно, что... Может, блин, я отправил же агента. А теперь с кем он будет разговаривать? Получается, придется только пытаться его прижать. Давай попробуем. Давай попробуем додавить. Скорее всего, я сейчас опять накосячу, но будем надеяться, что нет. Ну что ж, я думаю, можно закончить. А все дела... Ну, давайте еще с ресурсами разберусь. План партии, вот, 50 будут отправлены скоро. Так, давайте тогда распределим все. Ну, у нас еще много рабочих. Требуется 5 рабочих. Придется 5 рабочих затребовать, чтобы производили нормально. Ну, давай. Сейчас я их и закуплю. Закупим 5 рабочих. Нормально. Так, теперь... Что нам нужно? Нам нужно топливо. Нам нужно срочно топливо. Сейчас закончим с топливом и разойдемся. Так, давай одно топливо оставим. Теперь по поводу таблеток. У нас с таблетками проблема. Придется в любом случае доводить это до нуля. Может, еще хотя бы 2 таблеточки. И теперь вот вот, пшеница, это кажись. Пшеница. 4, 3. Вот, 4, давай плюснем немножко. И еще нужна вода. Блин, мне кажется, мне не получится на все направить достаточное количество. Я 100% не смогу. Так. В ноль уходим, мы не можем. Нам нужно от чего-то отказаться. Откажемся от этой пшеницы. От пшеницы откажемся чуть-чуть. Тьфу, какое увеличение-то, нафиг-то. Нафига. Опа. Блин, у нас пшеница кончится. На что можно отказаться? Ну давай от лекарств откажемся. От лекарств. Одну штуку от лекарств отнимем. И прибавим сюда. Как раз таки где-то будет ровненько столько же. Вот так. Хотя бы не кончится все. Вот так вот и поступим. Все. А пока что у нас поддержка хорошая везде прям. Поддержка хорошая, все нормально. Можно еще немножко интенсивно поработать. И мы план партии выполним. Все. Но я думаю, можно тут и остановиться. Да, думаю, пора. А в следующей серии мы уже увидим, продолжим работать и посмотрим, куда выльется это дело. И все-таки будут связаны ли эти наркоторговцы с убийствами. Но я думаю, они как-то могут нам помочь. Вот. Ну и еще будем пытаться уладить все-таки эти проблемы с Джоном Честером. Ну, с Честерами и этим профсоюзом. И наконец-то понять, кто из них хуже. Потому что я хочу хоть как-то попытаться узнать, что там в профсоюзе происходит. А то одни рычевки, их слушать как-то не очень хочется. Вот. Так, попросить вас хочу, пожалуйста, подпишитесь на канал и колокольчик поставьте, потому что просто больше 80% моих зрителей смотрят меня без подписки. Вам это не трудно сделать, вы так и канал поддержите, и видео будете первыми узнавать. И очень благодарен тем, кто все-таки подпишется. Лайк поставьте, если понравилось. Напишите комментарий, вы так тоже поможете в продвижении видеоролика и канала в частности. Мнение там или предложение игры. Возможно, я ее, когда пройду все вот эти вот игры, в нее поиграю, если понравится. Вот. И распространите в социальных сетях, и еще зайдите в наш Discord. Буду рад видеть новых членов в нашей небольшой семье.
И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.